Всем привет! Нахожусь я уже в своей землянке. Сегодня я хочу сложить печь уже на раствор. Для этого взял специальную смесь. Давайте сразу по порядку тогда начнем. Это у нас смесь терракот, кладочная, глина-шамотная, жаростойкая. Также заехал, поменял дверку, вот такую, поставлю ее внизу, она у меня будет стоять. И еще сделал вот такой колосник. Понимаю, что это расстояние большое, но я был в материале ограничен. Пока на данный момент, пускай пока такой постоит. Ну а потом уже будет возможность, и можно будет его уже через эту дверку положить нормальный колосник. Когда у меня появится возможность, ну или я там где-то найду. Посмотрел родник, который здесь был, он замерз, придется сейчас мне доставать печку из нержавейки. Ну и здесь ее затапливать. Ну и соответственно здесь будет у меня плюсовая температура, ну и вот нормальные условия для кладки печи. Сейчас тогда приношу печку из нержавейки, ставлю ее здесь, ставлю на нее ведро, туда закидываю снега, топим снег, делаем воду. Ну а потом дополнительно мне еще нужно будет выровнять здесь землю под печку. В общем, чтобы можно было нормально выложить, чтобы было здесь ровно. В предыдущем видео я уже там топором немножко так подрубал землю, чтобы более-менее выровнять. Ну, сейчас у меня здесь есть уровень, я по уровню постараюсь все сделать. Все, тогда погнали. Изначально я хотел воду топить в этом ведре. В общем, посмотрел его, вроде бы ничего. Тут есть, конечно, небольшая ржавчина вот так вот здесь вот была. В итоге поставил я его сейчас на печку. И, короче, оно дырявое. То, что топится, вся вода сразу же испаряется. Уже думал, все, наверное, короче, я сегодня не положу печку. Сходил сейчас на родник, но он, как правда, заметенный. Я снег раскидал. Смотрю, ручеек бежит. Ну и набрал 10-литровое ведро воды. Ну и, соответственно, мне уже сейчас париться не надо с топкой снега. Это тоже, в принципе, хорошо. Сейчас, ладно, тогда поставлю здесь. В землянке уже, сколько там у меня уже, где-то плюс 2 градуса. Сейчас ее буду разбирать. Здесь землю выравниваю. Потом смешиваю терракот с водой. Ну и надо сегодня обязательно ее будет выложить. Поставил печку здесь вот рядышком с дверью. Кирпичи буду выкладывать рядом с лежаком вот здесь. Не знаю, места, блин, конечно, маловато, но другого тоже варианта у меня нету. Может быть, еще даже вот эту лавку сейчас уберу, чтобы можно было здесь кирпичи складывать, ну и уже потом постепенно здесь выкладывать. Показываю обстановку землянки. Лежак полностью у меня завален всяким разным барахлом. Печку я тоже разобрал. Здесь стоит печка из нержавейки. Уже нагрела температуру. Сейчас покажу, сколько там. Около 8 градусов.
Здесь составил кирпичи. Сейчас тогда здесь выравниваю. Ну и начинаю уже делать кладку. Эта сторона у меня выше. Сейчас нужно здесь отколотить. Земля промерзшая, так что придется рубить топором. Тут тоже нормально. Так непонятно, потому что уровень большой. Ну все, я здесь сделал уровень. Сейчас буду выкладывать кирпичи. Потом сверху намажу смесью терракот. Ну и там уже надо будет уже постепенно выкладываться. Ну все, поехали. Все, первый ряд у меня выложен, смесь тоже замешана. Приступаем к кладке.
Блин. Какие-то я кирпичи зачем положил? Мне же тут надо еще проволоку положить между ними. Ё-моё, сейчас придется убирать. Показываю проделанную работу. Поддувальная дверка у меня установлена, а топочная тоже. Теперь здесь показываю. Здесь у меня колосник такой самодельный, я уже говорил. Потом появится возможность, может быть, на металлоломе приобрету, может быть, куплю. Пока не знаю. Пускай будет такой. Сейчас тогда ложу варочную плиту сюда. Она у меня где-то, наверное, будет вот до сюда. А потом надо будет уже придумать, как выложить вокруг трубы. Положил под плиту базальтовую вату. Сейчас тогда здесь еще подмажу эти края, ну, а потом уже здесь начну выкладывать. Показываю, как начал выкладывать около трубы. Здесь у меня цельный кирпич, с этой стороны тоже цельный. Потом вот здесь, на которой на варочной поверхности стоит, тоже цельный. И сзади тоже. Здесь половинки. Сейчас буду ложить сюда цельный. Потом сюда буду тоже вот так вот цельно ложить. Ну а здесь уже соответственно половинки.
Вот так у меня здесь все получилось. Тут дополнительно еще промазал. Вот здесь только остались у меня зазоры. Тут вот у меня лежит базальтовая вата. Сейчас натолкаю в эти отверстия. Ну и сверху уже остатки, где у меня вон там в ведре немного осталось. Постараюсь максимально здесь плотно все замазать. Может быть, даже в следующий раз приду сюда, еще дополнительно придется 5-килограммовый терракот покупать, чтобы это, если мало ли будет дым, так можно было подмазать. Всем привет! Сегодня второй день, я снова отправляюсь в свою землянку. Взял с собой также волокуши, смесь кладочную еще дополнительно 5 килограмм, мало ли где-то будет, если дымить, чтобы можно было подмазать. Ну и все, сегодня на улице примерно где-то градусов, наверное, ну в городе вот я смотрел, было 18 градусов, здесь скорее всего, ну 20-ка-то точно, наверное, есть. Показываю вот такую красоту. Сегодня хорошо идти, чем первый день идешь и не проваливаешься. Первый день, когда я сюда шел, было примерно градуса 4 тепла. Ой, первый день, когда я сюда шел, примерно было минус 4. Ну и местами была каша, и я проваливался. Штаны у меня намокли. Сегодня я их сделал так вот, чтобы штаны у меня не намокали, ну и было легче, соответственно, идти. Ну все, тогда я отправляюсь в землянку, и там уже увидимся. Ну все, наконец-то я добрался до землянки. Я уже в предвкушении, чтобы затопить печку. Давно этого ждал момента. Еще на первых этапах строительства землянки я все думал, какая печка у меня здесь будет. Сейчас она вот у меня уже стоит здесь. И уже мне просто уже не терпится взять и затопить ее. Но в первую очередь нужно придумать, как мне вывести трубу через крышу. Тогда вот эту жердину надо будет сейчас мне как-то постараться выпилить. И потом уже с той стороны, со стороны улицы, надо будет землю отдолбить, разгрести, тент прорезать и вывести уже трубу. А также у меня что там сделано, короб. Не знаю, короб надо как-то будет или сместить, или пока убрать ли вообще. Ладно, пока не буду, как говорится, загадывать. Сейчас тогда принимаюсь за крышу, ну и устанавливаю трубу, а потом уже затапливаю. Все, наконец-то я здесь отдолбил, этот короб сюда убрал. Сейчас тогда тент немножко приподниму, ту жердину, которая вот так вот у меня идет, ее надпилю. И здесь у меня уже будет возможность ставить трубу. Все, труба вставлена.
В этот короб положу базальт, сделаю отверстие посередине, но потом сверху уже положу вот эту фольгу. Пока на данный момент зарывать не буду, а потом еще приду сюда и сделаю сверху лист оцинковки, и тогда уже можно будет подсыпать. Но сейчас тоже уже как бы по факту у меня получается земля, она замерзшая, тоже просто комки у меня будут лежать, ну и все. Ну пока так оставляю, там дальше видно будет. Ну все, наконец-то у меня печка уже подготовлена, трубу я установил. Сейчас осталось только наколоть дрова. В следующий раз приду, и здесь уже надо будет сделать нормально. Я пока предварительно положил фольгу и сверху на нее положил базальт. Потом с той стороны я еще сделаю эту оцинковку. Ну и здесь надо как-то будет тоже придумать вокруг трубы красиво сделать. Ну и чтобы земля тоже не сыпалась. Все, наконец-то у меня печка уже топится, дрова вовсю трещат. Сейчас осталось только в одном месте еще вот здесь вот подмазать. И все, в принципе, уже будет все нормально. Больше пока нигде я не наблюдаю. Раз больше, как говорится, нигде дым не идет, значит больше не пойдет. По крайней мере, не должен. Здесь такое впечатление, просто парит. Не думаю, что здесь дым. Здесь явно видно, что прям сильно конкретно дым идет. Ну все, печка у меня готова. С той стороны, где у меня дымило, я подмазал. Ну еще на всякий случай ту заднюю стенку тоже хорошенько с той стороны промазал. Так, в принципе, больше я посмотрел, нигде больше не сифонит дым. Сейчас вот она вот у меня вот так вот парит, прогревается.
Дров уже в печке полностью нету, она уже начала прогреваться у меня. Здесь вот пока рука терпит, но если долго подержать, то уже довольно-таки горячо. То есть бока хорошо прогрелись. Также вот здесь вот где труба. Так-то бы мне хотелось бы, конечно, бы еще бы максимально хотя бы вот до сюда подняться. И плюс здесь бы еще бы у меня был бы источник тепла. В первую очередь у нас прогревается это место, ну а потом уже начинает прогреваться сама печка. Дров в ней уже полностью нету, я все дрова достал. Сейчас тогда буду тихонечко собираться, попью чайку, ну и надо выдвигаться в сторону дома. Не знаю, как лучше, или печку так оставить и попробовать отшкурить, и чтобы только раствор был в стыках, или полностью ее замазать. Мне как бы больше вот так он нравится. Можно будет даже потом эту сторону почистить, ну и она будет уже красивее выглядеть. Ну, посмотрим. Также дополнительно еще вот здесь вот я тоже промазывал, здесь видел такую небольшую копоть. Сейчас вроде как бы нету. Температура у меня с этой печкой поднялась где-то до плюс 8 градусов. Ну, здесь в принципе еще много чего надо делать. Надо доделывать стенку. Также сейчас опять же надо будет доделывать вот тут это место около трубы. Надо как-то придумать, пока не знаю еще. Тент, который у меня был натянут, я его уже, к сожалению, порвал. Сейчас у меня тут, скорее всего, где-то будет подтекать, подкапывать. Это не очень хорошо. Ладно, все равно по весне буду переделывать крышу. Ну и тут уже надо будет, соответственно, сделать. Ну и все, на сегодня будем заканчивать. Вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вашим семьям здоровья, добра и счастья. Всем пока.